Сегодня в видео «Почему звезда ненавидит ИИ». Легендарный бренд Dragon официально сдулся. И что это значит для нас? И кто заберет их знаменитые формы? Звезда шокирует нас ценами на долгожданный МС-1. И почему такая маленькая модель стоит как тяжелый танк? И также почему тестовые сборки Л-5 от той же звезды вызвали волну критики. Но и также какое-то неадекватное большое количество анонсов моделей украинских танков и как Итальери объединила россиян и украинцев в одной коробке. Смотрите видео до конца, ведь там я вам расскажу, как я провела маркетинг для фирмы «Звезда» и сделала это совершенно бесплатно и поняла, что на самом деле хотят моделисты. А меня зовут Даша, и я уже больше 10 лет занимаюсь моделизмом, и мне есть что вам рассказать в этих новостях. Поехали! Ну и главный шок – конец эпохи Dragon и цифровое будущее. Начнем с новости, которая вызвала настоящий траур у любителей немецких кошек и также эталонного качества. Китайский гигант Dragon официально объявил о кардинальной смене своей стратегии. Если перевести их пафосный корпоративный манифест на человеческий язык, то бренд, который десятилетиями задавал стандарт в 35-м масштабе, он сдулся и в своем привычном виде. Компания планирует сосредоточиться на объектах интеллектуальной собственности, также на своих цифровых активах и 3D-технологиях. В сообществе активно обсуждают слухи с западных ресурсов о том, что Dragon может полностью перейти на продажу STL-файлов, которые предназначены для самостоятельной печати. И это позволит им экономить на производстве, складах и полиграфии и оставить за собой только проектирование. Это, возможно, даже будет с участием искусственного интеллекта. Ну и какова же реакция моделистов, которые активно обсуждают это событие в сети? И она довольно неоднозначна. Многие говорят, что это прекрасный шаг вперед в будущее, а кто-то категоричен. Вся эта 3D-шляпа никогда не заменит старый добрый полистирол в коробочке. Но тем не менее легендарные формы никуда не исчезнут. Похоже, что модели Dragon теперь будут выходить под новым брендом Drami от компании Zimi Model. Ну а пока одни прощаются с эталонными тройками и четверками, другие замечают интересные движения. Такая китайская фирма, как ForeArt, планирует и анонсирует Panzer III модификации Г в 35-м масштабе, и в сети уже гадают, то ли это тот самый усопший Dragon, то ли это что-то новенькое. И до сих пор никто не смог правильно воспроизвести опорные катки этих танков. Так что интересно, кто это сделает. Так, ну а теперь звезда и их цена патриотизма, громкие релизы и не менее громкие споры. Мы переходим к отечественному производителю из Лобни, который на этой неделе стартовал главным поставщиком поводов для тряски в комментариях. МС-1 в 35-м масштабе – это такой маленький танк, и из него требуют большие деньги. Наконец, звезда показала декали и схемы этой модели, и также некоторые его детали. Казалось бы, это знаковый танк для нашей истории, это маленький подвиг нашей молодой страны. Но вау-эффект случился в области ценообразования. Озвучена его цена примерно в 2500 рублей за крошечную модель, и она вызвала шквал критики. Аргументы против просты, ведь на маркетплейсах можно найти какую-нибудь любую модель от Трумпетера за 1500 рублей. Так что сами покупайте, а я лучше Тигру возьму, пишут так многие разочарованные моделисты. Защитники же указывают на наличие интерьера и общее качество, и также историчность этой модели. Ну и еще один повод для обсуждения – это фотография тестовой сборки нового истребителя Л-5. Реакция аудитории оказалась очень жесткой, ведь тестовая сборка выглядит как антиреклама продукта. Моделисты недовольны качеством сборки на официальных кадрах, но и также они опасаются, что в магазины эта новинка попадет тоже по повышенной цене. Также к 9 мая компания выпустила спецнаборы из 2 с фигурками 3D героев Советского Союза, и в данном случае с Василием Сахаренко. И тут тоже не обошлось без ложки дегтя. Внимательные фанаты заметили, что фигурка подозрительно напоминает ту, что шла в прошлом году к танку Т-34. Ну а на выставке в Шизуоке японская Томия вновь показала свой М-24 Чаффи в 35-м масштабе. Этот анонс спровоцировал вечный спор о том, почему же моделисты готовы прощать японцам любые упущения. Ну а главный аргумент фанатов – это сборка на щелчок и идеальное качество литья. У Томии пластик однородный, а у звезды он часто встречается с разными разводами красителя. Из-за этого многие видят там утяженные, но часто они просто визуальны. Amusing Hobby показал сборку украинского Т-72 АМТ в 35-м масштабе, но самый сочный момент – это на заднем плане рендеры. Там внимательные зрители разглядели анонс Т-72Б3 «Арена» на 26 год. В
В комментариях отмечают, что не все стесняются использовать тему СВО, в отличие от многих других производителей. Menk Model также представил рендеры своего варианта Leopard 2.4 в украинской версии. Таком раскрыл состав набора крейсера «Москва» в 350 масштабе. Вертолеты в наборе выполнены из прозрачного пластика, чтобы моделистам не пришлось склеивать микроскопические блистеры и остекления. Цена на Озон стартует от 4300 рублей. Ну а пока крупные заводы решают логистические проблемы, маленькие студии выдают уникальный контент с помощью 3D-печати. Arma Models показала рендеры монструозной противотанковой САУ «Объект 120 Таран» в 35 масштабе. Это модель опытной машины 60-х годов прошлого века. Она существовала в единственном экземпляре. TDM Models выпустили редчайший Т-17 с пулеметом Федорова, и модель появилась благодаря индивидуальному заказу одного из моделистов, который теперь доступен и всем в правильном 35-м масштабе. Refine Model из Китая представил в 72-м масштабе немецкий опытный танк Escort Tank 35. Ну а в комментариях шутят, что модель приехала прямиком из игры War Thunder, и также они ругают производителя за недоделанные боковые юбки. Ну а теперь новость от костромской компании АВД и о выпуске их бортового Амура 53-131 в 35-м масштабе. Эта модель вызвала живой интерес прежде всего своей неожиданностью. Производитель показал полный состав набора, и первое, что бросается в глаза, это вайбовый бокс-арт, который сразу отметили в сообществе. Моделистов порадовало наличие двух прозрачных ледников, что обещает хорошую проработку остекления и также светотехники. И в комментариях развернулась целая дискуссия по поводу силовой установки. На коробке и в описании указано, что это версия с минским двигателем. Однако внимательные моделисты заметили внутри набора, что и лежит обычная диловская восьмерка. Как отмечают пользователи, в реальности Амуры часто были бензиновыми и не соответствовали содержанию, заявленному на коробке, дизелю, и это стало поводом для иронии. Ну а опытные моделисты нашли практичное применение одной из этих деталей в наборе. Ледники с облицовкой радиатора предлагают продавать отдельно, так как он идеально подходит для исполнения других наборов ЗИЛов 131 от компании ICM, кроме пожарной их версии. И в сообществе отмечают, что бренд работает внезапно, зачастую не имея четкого каталога. И даже сами разработчики иногда путаются в том, что именно выпускают в данный момент. Но итальянцы решили встряхнуть рынок переизданием своих классических форм, что вызвало неоднозначную реакцию из-за их возраста разработок. Например, они выпустили Мессершмитт Гигант в 72-м масштабе. Это переупаковка модели аж 1977 года. И тогда еще Итальери назывался Итальерей. Ну и главный вопрос, который волнует моделистов, какая же там расшивка. Ну и также они выпускают Пантеру в модификации D в 35-м масштабе. Это еще один привет из прошлого, ведь модель тоже разработана в прошлом веке, в 95-м году. И в комментариях разгорелся спор о целесообразности покупки, ведь цена будет примерно в районе 20 евро. И кажется, что это слишком много для такой старой разработки. Ну и, собственно, в комментариях разгорелся спор о целесообразности покупки, ведь цена в районе 20 евро кажется кому-то слишком неприемлемой за такие старые дрова. И тем более, особенно, когда рынок перенасыщен современными пантерами. Также отметили, что в свое время «Звезда» тоже переупаковывала версию А с циммеритом, но дэшку она почему-то обошла стороной. Интересно, почему. Также Итальери выпустила «Рысь» в 35-м масштабе. Это переиздание модели 2015 года. И самый интересный момент здесь – это декаль, который одновременно включает варианты как для Вооруженных сил Российской Федерации, так же и для Вооруженных сил Украины. Моделисты шутят, что китайские бренды обычно разделяют такие версии, ну а итальянцы решили почему-то сделать этот набор универсальным. Американский бренд Anti Hobby выпустил двойной набор М3 и М3А1 в 35-м масштабе. Ну а в сети активно обсуждают, что именно за этой маркой стоит китайский Таком, который создал свой новый бренд специально для рынка США. Ну а стилистика рендеров также напоминает работу RFM. И моделисты задаются вопросом, зачем выпускать очередные М3, которые и так достатки от многих других производителей, вместо того, чтобы сделать редкие модификации, вроде того же М5, М9 или же зенитного М17. Ну а сама модель является переводом в 35-й масштаб их же набора, но в 16-м масштабе. Ну а теперь киевская компания ICM в мае расширяет свою линейку бронетранспортеров на базе Ханамак. Но новинка – это 251. Это развитие их модели 2018 года и теперь укомплектованная пусковыми установками для ракетных снарядов.
М4 А3 Е8 Sherman. Это совершенно новая модель Шермана. Ну а компания из Ивано-Франковска выпустила американскую САО Т-28 в 72 масштабе. И модель, скорее всего, выполнена по технологии литья под низким давлением. И сообщество с нетерпением ждет новых фотографий и тестовой сборки, чтобы оценить качество сочленения деталей этой черепашки. Вот видите, оказывается, и на Украине все не так плохо с моделизмом. Ну а недавно я посмотрела видео с экскурсией на заводе фирмы «Звезда». И там было интервью с генеральным директором и главным инженером. И после этого интервью у меня осталось очень странное ощущение. С одной стороны, это мощное производство, огромный ассортимент и лидерство на российском рынке. А с другой стороны, две вещи, которые в 2026 звучат довольно тревожно. Это упор на масштаб 1 к 100. И принципиальный отказ от искусственного интеллекта при разработке своих моделей. И сначала про масштаб 1 к 100 и серию «История на ладони». «Звезда» активно развивает и выпускает новые модели. Это BT7M и Т-90МС. Также она выпустила «Леопард» и многие другие модели. Официальная позиция – это доступные модели на ладони. Они предназначены в первую очередь для детей, для варгеймов и для тех, кому не нужно довольно много места на полке. Это звучит очень логично, но на практике возникает главный вопрос. Для кого эта линейка на самом деле работает? Новичку и ребенку она часто оказывается слишком мелкой. Детали тут довольно крошечные, и удовольствия от сборки ты получаешь мало. Опытному моделисту она просто неинтересна. Она слишком упрощенная, и тут нет вау-эффекта, ради которого люди тратят недели на сборку в 35 масштабе или же в 48 масштабе. Получается странная прослойка. Не для детей, потому что им быстро надоест, и не для взрослых, потому что им уже это неинтересно. При этом компания продолжает ее активно развивать и надеется на продажи детям. Это классическая ошибка – держать линейку на всякий случай, вместо того, чтобы сильно ее прокачивать, либо честно признать, что это вспомогательный продукт. Либо же сделать из этой линейки этих моделей полноценный варгейм, аналог Вархаммера на тему СВО или же Второй мировой войны. Но я боюсь, «Звезда» с этим не справится. Ну а теперь самое интересное, это главный инженер «Звезды» в интервью сказал, что он принципиально против искусственного интеллекта при разработке своих проектов. И мне кажется, что это не совсем корректно для современного 2026 года. Искусственный интеллект точно никогда не заменит конструкторов, он просто освобождает его от рутинной работы. Можно быстро превращать фотографию и редкие узлы в черновую трехмерную модель, и уже с ней можно работать. Можно за вечер сгенерировать десятки вариантов коробок, вместо того, чтобы неделями работать художник. Можно тестировать спрос до того, как вложены сотни тысяч рублей в эту пресс-форму. И вот здесь я хочу привести реальный пример из своей практики. Ведь недавно я в своем телеграм-канале, также в группе ВК, выложила фейковый анонс коробки модели Lada Vesta, сделанной в стилистике «Звезды» и при помощи нейросетей. И результат был просто взрывной. Огромный резонанс, много репостов и перепостов, очень много комментариев. Люди писали, а когда это будет? И вообще, что это за модель? И предлагали другие варианты похожих моделей. Это было абсолютно бесплатное маркетинговое исследование на несколько тысяч человек. Я буквально за 10 минут поняла, какие темы действительно цепляют аудиторию. Ну а теперь представьте, что будет делать сама «Звезда». Она должна бы регулярно и системно с десятками 15 вариантов в месяц выпускать похожие посты. Стоимость их нулевая, а польза колоссальная. Так что я предлагаю «Звезде» сделать несколько конкретных вещей уже в ближайшее время. Ну а «Звезда» — это все-таки флагман российского моделизма. У них есть и производство, и бренд, и лояльная аудитория, и многолетняя история. А проблема в том, что они остановились в развитии инструментов на уровне середины 2000-х годов, в то время как весь мир уже живет в эпоху искусственного интеллекта. Но отказ от искусственного интеллекта в 2026 году – это не принципиальность, это риск остаться в прошлом, пока конкуренты будут запускать новые модели в 2 раза быстрее и с гораздо большей точностью, и, самое главное, с меньшими затратами. Ну а вы как считаете, стоит ли «Звезде» хотя бы попробовать пилотный проект с искусственным интеллектом, или их позиция «мы против» в принципе верна? Напишите об этом в комментариях. Ну и напишите в комментариях, как вам эта рубрика, ведь за ее предложение вы голосуете комментарием и репостом. Заглядывайте в мои бусти за эксклюзивом, так что до новых встреч, пока-пока!